Незнакомый парень из интернета пригласил меня в гости. Да не куда-то там, а в автодом в лесу. А я взяла и приехала. Я путешествую уже 9 лет без остановки. И за это время побывала в 58 странах, в Латинской Америке, Азии, Африке. Я нигде не живу. У меня нет дома, и я просто еду из одной страны в другую и иногда останавливаюсь где-то отдохнуть. И сейчас я путешествую по США на скутере. На самом деле идея эта необычная. Тут никто так не делает. Обычно по штатам путешествуют в автодоме, на машине, ну или хотя бы на большом мотоцикле. Ничего из этого я водить не умею, поэтому еду на чем могу. Во Вьетнаме я только недавно научилась водить скутер и решила попробовать сделать это в Америке. Я еду по северным штатам Америки, по малонаселенным землям, таким как Южная Дакота, Вайоминг. Скоро поеду в Монтану. Во-первых, мне нравится проводить время без людей, где-то на природе. Мне нравится быть на дороге одной часами, когда мимо проезжает пара машин. А с другой стороны, это безопасно, потому что на скутере я еду медленно. И кроме того, я выбираю объездные дороги через всякие деревни, индейские резервации, потому что так интереснее. Так можно посмотреть страну с той стороны, с которой ее не видят даже американцы. Это мой первый самостоятельный роуд-трип. И на самом деле это более одинокое путешествие, чем те, которые у меня были. Потому что в Азии, в Латинской Америке я обычно знакомилась с людьми в хостеле, где-то на достопримечательностях. А здесь я просто еду целый день, ночую в палатке в лесу, и все мое общение, оно сводится к смолтокам на заправке. Этого, конечно, недостаточно. И поэтому, когда мой подписчик написал мне в Инстаграм и сказал: приезжай, посмотрим Йеллоустоун вместе, я, конечно, сразу согласилась. Лена, классно, что у тебя получилось приехать. Это мой дом, чувствую себя здесь как дома. Будет твоя маленькая комната. Я тут, конечно, буду чуть-чуть шариться, потому что здесь, в принципе, и кухня, и рабочее место мое. В общем, сделаем тут спальное место. И очень классно, что у нас совпали маршруты в этом классном месте. На самом деле, за почти год путешествия по США, наверное, это одна из самых красивейших локаций, поэтому будет очень приятно разделить эти эмоции вместе с тобой. Это как в проруби зимой купаются. Легче сказал. На самом деле, когда путешествуешь один, это не то чтобы скучно. Конечно, ты смотришь красивые места, у тебя есть время подумать о своей жизни, как-то погрузиться в себя, погрузиться в этот мир, встретить новых людей. Но это не значит, что я все время одна. И мне очень нравится встречать новых людей. Просто есть разница, когда ты один, ты можешь встретить много разных классных людей, а когда ты путешествуешь с кем-то, это совсем другой формат, ты больше погружаешься в человека, с которым ты едешь. И то хорошо, и то мне нравится. Но вот в этом путешествии на скутере я ехала в основном одна, то есть я еду целый день одна, ночую где-то в палатке в лесу, и общение, оно сводится к каким-то смолтокам на заправке, и иногда я останавливаюсь по каучсерфингу, там тоже можно пообщаться с кем-то. Но когда мне написал какой-то чувак из интернета: приезжай ко мне в лес, в Йеллоустоун, отдохнешь у меня в автодоме, я подумала, что идея довольно странная, а я люблю странные идеи, поэтому я здесь. Ну, конечно, мне было немного волнительно, потому что я перлась по какой-то гравийке целый час, хрен знает куда, хрен знает кому. Но обычно так начинаются настоящие приключения и реально стоящие истории. И теперь посмотрите, куда я приехала. Вот посмотрите на этот дворец. Это огромный автобус. К нему крепится вот такая машина. Там еще велосипед есть.
И если честно, я видела такие на дорогах Америки, но мне казалось, что это перебор. То есть американцы, они не могут жить без своего комфорта и тащат за собой целый дом, и машину, и лодку, и вообще все. Я путешествую немного иначе. Мне кажется, что если ты едешь в приключения, то можно пожертвовать комфортом. И не надо за собой тащить вот эти вещи. У меня скутер, палатка и 2 сумки, и мне нормально. Давайте покажу, что там внутри, а там очень круто. Дверь закрываем, а то сейчас налетят мухи, и Славе придется их ловить. Быстрый обзор дворца. Пока у нас чисто, честно, мы прибрались. Точнее, Слава убрался, а вот мой бардак. Вот тут одна кровать, это диванчик, она сдвигается. Тут кухня, как у нормальных людей. Тут еда какая-то уже готовится. А здесь рабочий кабинет. Вид из окна. На горы. И там речка шумит. Вот туда мы ходим купаться. Тут есть печка, есть микроволновка. Здесь всякая посуда, но сейчас мы перешли на одноразовую, потому что закончилась вода. Здесь бар. Вот эта вот часть, она задвигается примерно сюда, так же, как и эта. Дом вот так становится узеньким и отправляется в путь. Здесь дофига пространства. На самом деле больше, чем в некоторых квартирах. А вон там отдельная комната. Холодильник, в котором уже нет еды, потому что я очень много ем. Тут комната с огромной кроватью, телевизором, и там просто гардеробище. У меня столько вещей нет. Здесь душ. Он нагревается, он горячий. У нас закончилась вода, поэтому мы наносили ведерочко. Но обычно вода есть. И туалет. Автодом очень классный. И тот факт, что на нем можно жить в диком месте целые 2 недели, ни в чем себе не отказывая, это очень круто. Я на самом деле изменила свое отношение вот к таким вот автодомам. Я думала, что на них никуда не проехать, что им нужны подключения, что это какая-то вот эта вот роскошь в ущерб приключению. А оказалось, что нет. И Слава завез их в такие ебеня, в которые я не могла доехать на скутере. Тут реально комфортно. Ты не чувствуешь, что ты находишься где-то в кемпинге. Я сегодня хотел, но я не успел помыть. Плавки взять. Я кроксы не взял. Ты обувь взяла? А я не взял. Прелесть всех этих телодвижений здесь в том, что каждый вечер можно ездить в горячие источники и купаться в теплой водичке, лежать. Эй! Я приехал в Йеллоустоун, возле национального парка, стал в лесу. Здесь как бы дикая природа, все дела. Я написал в Инстаграм, говорю, куда едешь, в Йеллоустоун, да, в Йеллоустоун. В общем, я тут живу в лесу, приезжай в лес, приезжай жить ко мне в лес. Потом, ну, она еще была там, наверное, в нескольких днях езды от меня, то есть достаточно далеко. И потом я продумал план, какой я хочу, ну, естественно, там посмотреть национальный парк Йеллоустоун, Гранд Титон, сходить на какой-то хайк. Я ей написал, говорю, хочу вот это делать. Приезжай, будем вместе смотреть парки природы. А дальше что произошло? А дальше она просто взяла и приехала. Я знаю, почему ты меня пригласил.
А еще у нее есть спрей-баллончик от медведя Гризли, а я себе так по-прежнему и не купил. Поэтому я такой спросил, говорю, у тебя есть баллончик? Она говорит, нет, нету. Говорю, тебе надо обязательно купить баллончик. Она поехала, купила баллончик себе. И уже ко мне приехала с баллончиком от медведя Гризли, поэтому вот как-то так я выкрутился с этой ситуации. С тех пор защита от медведей в ее руках. Такая дорога у нас идет к горячим источникам. Вот нужно сколько тут? Ну, меньше 10 минут, наверное, ехать по вот этим вот камням. Но здесь красивые виды открываются, и все красивее и красивее. Для начала нужно побороться с рекой, потому что течение сильное, камни скользкие. Мы пытаемся держаться друг за друга, но это только для того, чтобы, если один уплывет, второго за собой утащить. Потому что я не думаю, что кто-то кого-то удержит здесь. Скользко! Холодно, давай. Вот мы пришли на горячие источники. Это дикие горячие источники, тут никого нет. Об этом месте знают только местные. Потому что они не очень глубокие, но вода горячая. И на контрасте с вот этой леденючей рекой, самой холодной рекой, которую я встречала, вот это просто кайф. И, наверное, как самый настоящий интроверт, я кайфую больше всего от того, что тут никого нет. Вон идет олень. Покажу, идет олень. К этим источникам приходят олени. Надо только сидеть тихонечко. И они каждый вечер приходят сюда есть. Какие-то водоросли, видимо. И они приходят целой семьей по 4-5 оленей. Вот подождем, если он подойдет. Я не знаю, он идет сюда. Всего 10 минут на машине от нашего кемпинга. Вот такой офигенный горячий источник с нереально крутым видом. И мы ходим сюда каждый вечер, просто отмокать, кайфовать, смотреть на горы. Это просто хайлайт поездки, если честно. Конечно, Йеллоустоун красивый, Гранд-Тетон красивый, но именно это место, оно меня больше всего зацепило. Потому что здесь как-то можешь расслабиться, и оно секретное, уникальное, о нем никто не знает. Смотрите, он идет. Знаете, иногда нужно сказать «да» чему-то рискованному, страшному, неизвестному, чтобы испытать вот такие невероятные моменты. Я в горячих источниках рядом с Йеллоустоуном. Они подогреваются самым большим вулканом в мире. Это в диком месте, никого рядом нет, только я. Где-то наломал их, нарубил или купил? Вот эти были тут, вот эти досточки это мои. Я дрова вожу еще с начала покупки RV. У меня там их еще много. Получился очень классный перерыв. Я здесь провела неделю и, наверное, проведу еще одну. Это такой большой отпуск от путешествия, и такие перерывы нужны. Потому что, конечно, ехать на скутере классно, и жить в палатке классно, и мыться в реке, все это интересно, но от этого устаешь.
И тем более я делаю это одна, и это очень стрессово. Но очень классно остановиться где-то в нормальном доме, спать на нормальной кровати и никуда не ехать. Это странно звучит, наверное, от путешественника, но иногда хочется просто проснуться и никуда не ехать. Главное в путешествии – это не места, а люди. С разными историями, опытом, мечтами. Такие встречи иногда меняют твой маршрут. И не только на карте, но и в жизни. И вот я спустя столько лет решилась завести влог на YouTube и делиться своими приключениями. Я провела в гостях у Славы 10 дней, и сейчас мы переезжаем в другое место еще на недельку. Там мы сходим в несколько хайков, посмотрим национальные парки Йеллоустоун и Гранд-Тетон, после чего я отправлюсь на своем скутере в горы Монтана с ее ледниками и медведями-гризли. У меня будет всего 1 месяц хорошей погоды, пока осень не закроет дороги дождями и снегом. Я не знаю, что меня ждет впереди, и ничего не планирую. У меня нет точки, куда нужно вернуться, и весь мой путь только вперед. Для меня это и есть настоящая свобода.